Черный седан медленно свернул с села оживленной улицы в узкий заснеженный переулок на окраине Чикаго. За рулем был Джеймс Беннет, человек, чье имя когда-то украшало обложки деловых журналов. Его компании приносили миллиарды, но сегодня он был просто стариком, едущим к дочери, которую не видел больше 20 лет. Машина остановилась у старого кирпичного дома. Снег мягко ложился на капот, превращая городскую суету в тихое зимнее молчание. Джеймс выключил двигатель и некоторое время просто сидел, глядя на облупившийся фасад. Здесь, среди обычных домов, не было ни роскоши, ни блеска, к которым он привык. 20 лет назад он выбрал карьеру вместо семьи. Когда его дочери Эми было 3 года, он ушел, оставив жену одну. С тех пор он присылал деньги, но никогда не появлялся. Ни на днях рождения, ни на школьных праздниках. Джеймс открыл дверь машины, холод ударил в лицо, и он пошел к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Каждая ступень давалась с трудом, сердце колотилось, но он знал, назад пути нет. Перед номером квартиры 12 он остановился, сомневаясь, стоит ли стучать. Но он уже здесь. Он постучал. Дверь открылась, и перед ним предстала Эми. В ее чертах угадывались черты матери, те же карие глаза и высокие скулы, но теперь они принадлежали ей одной. Джеймс тихо вошел, оглядывая квартиру. Она была маленькой, но уютной. Старая, аккуратно расставленная мебель, занавески на окнах, полки с книгами, детские рисунки на стенах. Джеймс заметил, что рисунков много, повсюду. Он понял, что у него есть внуки, о которых он даже не догадывался. Эми жила скромно, но счастливо, ее муж был рядом, дети росли в заботе и внимании. Джеймс чувствовал, как комок сдавливает горло, но молчал. Время шло медленно. Дети, Мэтью и Лили, показывали дедушке свои игрушки и рисунки, задавали вопросы, а он впервые за долгие годы ощущал спокойствие, которого ему так не хватало. Когда пришло время уходить, Джеймс поднялся с дивана легче, чем спускался по лестнице. Он не мог вернуть прошлое, но сделал первый шаг, который, возможно, изменит будущее. В машине он достал телефон и позвал помощника. Теперь каждое воскресенье он будет свободен для семьи. Снег продолжал падать, укрывая город мягким белым покрывалом. Джеймс Беннет, миллиардер, впервые за долгие годы почувствовал, что движется в правильном направлении, не к богатству, а к жизни, которую он упустил.